Hepinize merhabalar. Az önce Paveletskaya metro durağında indim ve bugün sizlerle beraber Bunker 703 isimli müzeyi ziyaret edeceğiz. Artık Moskova'daki en büyük müzeleri ziyaret etme vakti geldi. Burası Stalin döneminden kalma bir sığınak aslında. 2018'e kadar Dışişleri Bakanlığı'nın özel arşivi olarak kullanıldı. 2018'e kadar burada gizli uzmanlar çalışıyordu ve ülkenin en önemli uluslararası sırları saklanıyordu. 2018'de tesisin teknik olarak eskimiş olduğu ilan edilince ziyaretçilerin buraya girmesine izin verildi. Müze yerin 41 metre altında bulunuyor. Bu müzede video çekmeme izin veren Viktor Baranov beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Если готовы, то пойдемте дальше. Давайте здесь станем по обе стороны прохода, чтобы всем хорошо было видно и слышно. Сейчас мы с вами оказались около нашей первой серьезной защиты. Весит эта малышка почти 11 тонн. Сегодня в процессе экскурсии мы будем с вами рассматривать такое неприятное явление, как ядерный взрыв. Как думаете, от чего в случае взрыва сможет спасти такая дверка? От радиации. Нет, от проникающей радиации нас спасет 11 метров грунта и железобетона над нашей головой. Поэтому к моменту, как проникающая радиация достигнет данной точки, она будет настолько сильно ослаблена, что стандартная компьютерная томография даст нам гораздо большую дозу излучения. Поэтому с ней нет проблем. От удара? От ударной волны, да, совершенно верно. Дело в том, что здание на поверхности нас от нее совершенно точно не спасут. Скорее всего, просто сметет, и тогда ударная волна, точно так же, как и мы с вами, сможет спуститься сюда вниз и пройти дальше в объект. Чтобы этого не произошло, здесь установлена такая противоударная дверь. Правда, у здания на поверхности все-таки защитная функция есть. Это информационная маскировка того факта, что здесь вообще находится такой объект. Буквально лет 10 назад вы бы не попали даже к нам во внутренний дворик, потому что вместо нашей барышни на кассе вас бы встретил сотрудник штатском. На ваш логичный и закономерный вопрос, а что здесь расположено, он бы вам сообщил, что здесь находятся реставрационные мастерские, и доступ сюда у вас нет. Естественно, что реставрационных мастерских тут никогда не было, но в тихом районе это не вызывало никаких подозрений, поэтому долгие годы даже жители ближайшего к нам дома были уверены, что это реставрационные мастерские, ничего такого здесь не происходит. Но как не происходит, сами видите. Причем сотрудники объекта дверь эту долгие годы наверняка недолюбливали. Связано это с тем, что у нее не было ни механического, ни уж тем более электрического привода. Поэтому в случае необходимости открывать и скрывать ее приходилось своими силами. Но в 1981 году происходит первая реконструкция объекта, и устанавливается маленький, но очень гордый электромоторчик. Поэтому сегодня, чтобы открыть дверь, нам достаточно всего щелчков пальцев и желающего это сделать. Давайте нажмем. Попробуйте. Итак, смотрите, нижнюю кнопку надо будет нажать и удерживать. Как будет достаточно, я вам скажу. Пока дверь открывается, я предлагаю вам обратить внимание на вот эту почти стершуюся надпись ЧЗ-703. Это не что иное, как проектный шифр данного объекта. Дело в том, что проектированием занимался институт Метрогидротранс. Они в основном проектируют метрополитен. Но иногда принимают заказ на проектировку других подземных сооружений, среди которых и подобные спецобъекты, и кабельные коллекторы, и коллекторы для подземных рек. И вот многие из них получают шифр ЧЗ, то есть чужой заказ, не имеющий прямого отношения к метрополитену. 703 просто порядковый номер, никакой ни тайны, ни дополнительных смыслов в этой цифре нет. Ну а точный вес двери составляет 10 тонн 880 килограмм. Собственно, состоит она из 20-миллиметровых листов стали, между которыми залит бетон, чем ее вес, в общем-то, и объясняется. Можно опускать. Замечательно. Пока что рано проходить вперед, поэтому лучше оставайтесь на своих местах. Рано. Что не понесло рано. Так вот. Как видите, дверь располагается в такой специальной нише и сделана неспроста, а потому что будь она троица стенами, с полом, с потолком, ударной волной ее бы просто выбило. И тогда своих защитных функций она бы не выполнила. Но вот за счет того, что находится она в этой нише, которая еще усилена металлоконструкцией, дверь отсюда гарантированно никуда не денется. А можно спросить, это бункер был для общества в целом или для каких-то отдельных лиц? Потерпи. Вопрос можно будет задать в свободное время. Все, что я не отвечу в процессе экскурсии, пожалуйста. Ну а так, ответы на этот вопрос есть в процессе экскурсии. Только надо чуть-чуть потерпеть. Так вот, за этой дверью нас встречает еще одна дверь. Как думаете, зачем она здесь нужна? Там какой-то глазок подсматривать? Нет, не глазок. Возможно, если обвалится что-то или от двери, то для дополнительной защиты. Ну, дополнительная защита действительно нужна, но не от того, что что-то обвалится. Ну, это как фильтр, может? Не совсем. Давайте так. В случае любого взрыва у нас образуется большое облако чего?
Пепла, дыма, грязи, радиации. Радиация не по-любому, Ну да. Так, ну да, это косвенно связано с радиацией. Что-то радиоактивное. Ну да, облако, да, нет? Пепел. В случае взрыва Осадки. очень много. Газ какой-то. Не совсем. Пыль, да, совершенно верно. С радиоактивной пылью действительно есть большая беда. Связано это с тем, что мы с вами дышим, пьем, едим, в общем, так или иначе что-то попадает внутрь нас. Вместе со всем этим внутрь нас может попасть и та самая радиоактивная пыль. Причем моментально она нас не убьет, но останется с нами довольно продолжительный период времени, и тогда медленно и верно будет нас отравлять. И в итоге получится грустная история о том, как мы вроде бы пережили самое страшное, именно взрыв ядерной бомбы, но впоследствии скончались бы от отравления радиоактивной пыли. Чтобы такого не допустить, по объекту установлено некоторое количество таких защитных герметических дверей. Причем спасают они не только от радиоактивной пыли, но также и от дыма от пожаров, боевых травящих веществ, наводнений и еще куча других неприятностей. А вот от людей она, увы, не спасет. Открыть ее можно как изнутри, так и снаружи. Весит она всего лишь 1600 килограмм. В нашем случае сейчас кажется максимально просто. Нужно всего лишь придумать вот за эту ручку. В процессе могут быть страшные звуки. Нет, не будете, она не падает. Просто чуть-чуть музыкально. Кто еще открывал, хочешь попробовать? Давай. Давай, А у нас уже обогнали, но у нас еще есть верхний запас, не переживай. Страшные звуки окончены, честное слово. Прям до конца пропускаю. Герметичность данной двери обеспечивает резиновый уплотнитель, расположенный по всему ее периметру. При вращении данного штурвала выезжают ригели, расположенные сверху и снизу. С того торца аналогично. Входят они вот в такие специальные ушки, за счет чего максимально плотно поджимаем вверх ее окладу и уже оказываемся с вами в герметичном пространстве. Ну а теперь пойдемте дальше. Помните про углубление в полу. И сейчас мы с вами оказались в одной из самых старых частей нашего объекта. Это шахтный ствол номер 414 БИС. Его история начинается еще во время Великой Отечественной войны. В 1944 году над нашими головами появляется подобное здание. Оно называется «Копер», и сейчас таких очень много можно встретить в городе. Например, в районе станции метро Рижская, авиамоторная, а также на месте будущей Достоевской. По факту «Копер» — это продолжение данного ствола на поверхности, и используется он для строительства собственного сооружения. В нашем случае стоял такой здесь с 44 по 55 год. Впоследствии его срезают. Над нами сначала выезжает специальную бетонную пробку. Сейчас, если чуть приподняться вот на ту лесенку, поднять голову вверх, можно увидеть ее в нижнюю часть. Поверх пробки выдвижается еще и специальный железобетонный защитный тюфяк диаметром 30 метров. Ну а поверх тюфяка сейчас располагается игровая площадка детского сада с ироничным названием «В гостях в сказке». К нам эта сказка никакого отношения не имеет, но вот как факт они там есть. В 2018 году, когда объект только-только расчленили, они очень сильно удивились такому необычному сету. Но вот как факт это имеет место быть. Сейчас нам с вами предстоит наш второй спуск. Он гораздо длиннее, чем первый, поэтому прежде чем мы его начнем, хочу заметить. На один этаж под нами есть смотровая площадка. Можно заглянуть в нашу бездну, сделать замечательные фотографии. Главное, пожалуйста, не роняйте туда телефоны. При падении ни один телефон, даже Nokia 3310 не выжили. Сегодня не проверяли, но что-то мне подсказывает, что с вами тоже ничего хорошего такого полета не произойдет. Поэтому напоминаю, что при спуске не торопимся, держимся за поршни, не бегаем, не прыгаем. Попытка угнаться со мной бесполезна и почти равна попытке суицида. Я с этой лестницы встречаюсь почти каждый день по несколько раз. Вы с ней впервые. Также большая просьба к родителям в этом спуске строго встать перед детьми и ни в коем случае не выпускать их перед собой. Как гласит древняя мудрость, папа мягкий, он простит. Лестница гарантированно жесткая, ошибок она не прощает. Собственно, у нас тут не соревнование, кто первым спустится, я все равно раньше всех придумала. Пока все равно все не спустятся, мы точно так же ничего продолжать не будем. Пойдем. Ну, русским же языком сказано. Сначала идет родитель, потом ребенок. Куда же ты вперед? Родитель. Смотровая площадка это вот здесь. Я всех вас поздравляю, мы с вами оказались на полной глубине залегания нашего объекта, а именно 42,5 метра от дневной поверхности Земли. Ниже нас в этой части города уже никого нет, но есть на одном уровне с нами, и это, естественно, московский метрополитен. Так что предлагаю заглянуть к ним поближе и подробнее поговорить, зачем они нам вообще соседи нужны. Для этого вновь присоединять первый объект, точно такая же, как была наверху, но со снятыми лицевыми панелями. Можно увидеть ее не самый богатый и глубокий внутренний мир. Кто еще не открывал, хочет попробовать? Так, что-то вроде молодой человек хотел, нет? Возможно, придется слегка. Отлично. Главное, помните, дверь за стол войдет, выяснить только с переломами.
Отлично, пойдем. За этой дверью располагается Его Величество Московский метрополитен. Правда, открывать ее мы с вами уже не будем. Сами понимаете, метро место далеко не самое безопасное, поезд быстрый, тяжелый, тормозной, путь длинный. Встречный может стать первый и последний для нас. Чтобы вас совсем не расстраивать и не напрягать вашу фантазию, у меня есть кое-что получше. Это фотография того, как все выглядит с той стороны. Буквально через метр от двери находится вот эта решетка, ну а дальше технологическая платформа нашего объекта. Вдали, если приглядеться, можно найти еще одну платформочку, и она точно так же принадлежит данному сооружению. Но к тому выходу мы с вами уже не пойдем. Во-первых, дверь там открыть точно так же не получится, а во-вторых, там подстанция объекта, куда приходит 10 киловольт, что еще более небезопасно, чем летящий поезд. Ну и, собственно, самый стандартный тоннель метро. Подстанция около второго выхода нам необходима, потому что даже здание на поверхности, имеющее отношение к данному сооружению, получает электропитание отсюда снизу. Если бы мы получали его с поверхности, то при близком взрыве кабель, скорее всего, был бы поврежден, и тогда мы бы остались без света. Не смертельно, но все-таки неприятно. Также, собственно, дизель-генератора на электростанции у нас нет, поэтому метро и обеспечивает нас электричеством как в мирное, так и военное время. А два выхода в метро необходимы также для удобной эвакуации с объекта. Связано это с тем, что выход на поверхность у нас один. Мы через него с вами здесь и оказались. При близком взрыве здание, скорее всего, будет разрушено, и нам либо сидеть внизу и ждать, пока завалы разгребут, причем не факт, что это будет быстро, либо можно эвакуироваться по тоннелю метро, что удобнее и надежнее. Тоннели очень хорошо защищены, и ведут они практически в любую часть города. Поэтому метро наш лучший друг и товарищ. Но у меня есть к вам такой вопрос. Внизу мы стоим уже некоторое количество времени. Сейчас в целом в Москве час пик, но мы еще ни одного поезда не слышали. Как думаете, почему? Может, на дверь очень толстая, очень. Не, она даже плотно не закрыта. Если вы сюда потом вернетесь и сделаете вот так, то юридически ваши пальцы уже в метро. Сюда поезда не ходят? Ходят. Ну, часто очень слышим. Но по злому стечению обстоятельств прям между экскурсиями чаще всего. То есть иногда бывает, что прям вот здесь проходит, когда мы стоим. Иногда уже внутри объекта. Так, никаких больше мыслей нет. Там экзотических вариантов характера метро 2, 15, 20 не будет. Да? Хорошо. Тогда не буду вас больше мучить. За дверью находится необычная ветка московского метрополитена, а именно южная служебная соединительная ветвь. Самая крупная ветвь такого характера вообще во всем московском метро. Необходима она для того, чтобы поезда с одной линии перегонять на другую. В нашем случае поезда могут выйти на Кольцевую, Заводско-Речскую, Калужско-Рижскую и Севково-Тимирязевские линии московского метро. Правда, мы живем своей жизнью, а они своей, поэтому я не буду обещать, что мы услышим, когда у нас едет поезд. Шанс такой всегда имеется, поэтому если вдруг в какой-то момент я пойму, что у нас сейчас несется поезд, мы сами остановимся, прислушаемся, порадуемся этому факту и продолжим наш путь. Ну а сейчас предлагаю вернуться в стул и зайти уже непосредственно в сам объект. И мы с вами оказались, можно сказать, у парадного входа в наше сооружение. Прежде чем откроем последнюю дверь на нашем пути, еще немного поговорим про его историю и зачем он вообще такой красивый нужен. Изначально строили здесь совсем не спецобъект, а фильтровентиляционную камеру для московского метрополитена, чтобы укрываемых в случае чего был чистый воздух, которым они смогут безопасно дышать. От этой концепции было решено отказаться в 50-м годам, и тогда наша выработка осталась неудел. Примерно в то же время к метрогипротрансу приходит Министерство иностранных дел Советского Союза и сообщает, что им нужен спецобъект. На что им говорят, что у нас есть, ну почти готово, надо немножко подождать. И, собственно, таким образом наш объект открывается двери для сотрудников 10 ноября 1961 года. С той поры вполне успешно работает вплоть по 2005. Что произойдет в 2005, расскажу чуть позднее. Ну а как думаете, зачем вообще Министерство иностранных дел, казалось бы, такому мирному, на первый взгляд, нужен целый бункер? Так, ну то есть укрывать сотрудников. Ага, хорошо, так, еще вариант есть? Вот молодой человек коррупцию. Ну, мне кажется, что в любой стране должен быть хоть один бункер, бомбардировок и так далее. Ну, это далеко не единственное. Ну, что бы они тут делали? А, так, все, варианты закончены. Ну, в качестве архива может такой. Так, все, вариантов больше нет. Если там военное руководство,
доедет. МИД и военное руководство. Там что-то другое министерство у них есть тоже. Так, ну, вы либо готовитесь к экскурсии, либо хорошо эти думаете. Ну, в общем-то, да, на самом деле данное сражение для людей вообще никогда не предназначалось. Ни министры, ни дипломаты, ни послы, ни иностранные граждане, члены их семей или кто бы то ни было еще здесь открываться не должен был. Наши главные открываемые – это документация, то есть по факту мы странная, но все-таки библиотека. Или если официально, то спецархив Министерства иностранных дел Советского Союза, а впоследствии и Российской Федерации номер 2. Существует ли номер 1 и где он располагается, мы не знаем, поэтому брать на счет ничего не буду. Но касательно данного объекта известно, что по проекту должно было храниться аж 120 тонн документов. Сколько в реальности было, мы опять же не знаем, поэтому тоже ничего и думать не буду. Собственно, также тут должны были укрыться люди, но буквально 5-7 человек. Это инженеры рабочей смены, чтобы объект продолжал свою работу, что бы там ни происходило. Вот и вся история. Ну а теперь последняя дверь. И в этот раз веселее, потому что есть ключик, замочек и подсказка, как его открыть. Желающий. Последний шанс попробовать.